Привет, дорогие подписчики и прочие обитатели Ютуба, вы на канале Nice Guys Racing, и это мой рассказ о гонке на Deep Forest Raceway в Gran Turismo 7. Поедем на вот таком старом красавчике Мерседесе с одним обязательным пит-стопом и большими надеждами, потому что я поставил неплохое квалификационное время и стартую с первого места, но есть одно большое «но», и даже не одно, а несколько, ведь компанию нам составят быстрейшие игроки Европы. Okay, we've got a lot of fast drivers ahead of us. El viento, Messi delante mía. I think it's going to be a good one, yeah. Let's go. Так, ребят, это просто бешеное лобби, супер топ-сплит, толпа задротов. Я здесь первое место не удержу практически 100%. Хотелось бы, конечно. Очень хотелось бы, но я понимаю, что с пилотами такого уровня я могу потягаться только если мне повезет. Вот, например, многократный чемпион мировой серии Гран Туризмо Хосе Серрано, в кабине которого мы сейчас находимся, представляет для меня одну из главных угроз в этой гонке. Абсолютно идеальный человек, не способный на ошибки, на ваших глазах впервые в своей жизни допускает ошибку. Oh, it was actually a big mistake. Mal vamos así. Que en vez de ganar perdemos posiciones. Mal vamos. Yeah, I don't want to take advantage of that. Acuéstate. Medio segundo, Gran Turismo. This is looking quite a messy race so far. Oh my! Okay, someone went to the shutter rope. Пока позади меня гонка наполнена событиями, я беззаботно еду на первом месте, в то время как некоторые участники заезда уже сейчас принимают важнейшие тактические решения. Левитиус в боксы поехал. Lev's going into the pits. Okay. Избегает борьбы, понятно, пробует тактику какую-то альтернативную. Альтернативная тактика заключается в том, что ты не меняешь резину, экономишь на этом несколько секунд, а также гарантируешь себе чистый воздух. Это когда никто не мешает и можно ехать в оптимальном темпе. Трое очень быстрых ребят выбрали именно такой подход, и пока они были в боксах в безопасности, на треке страсти только накалялись. Вот, господа, цена неверного выбора. Ну или не обязательно неверного, но точно опасного, потому что здесь обгонять в эсках очень тяжело, и даже минимальный контакт посреди поворота может легко отправить тебя в стену, что и случилось с одним из наших главных героев. Shouldn't have tried to move there, guys. So well. We're having fun, so I don't care. It's just a minor setback. Мне бы тоже научиться так же легко переносить неудачи, но, в общем-то, пока и не нужно. Потому что до сих пор не везет, намного более сильные оппоненты ошибаются, ловят штрафы. Мой ближайший преследователь по имени Альварито буквально на какие-то миллиметры не уместился в шпильке на втором круге, получил полсекундную оплеуху от искусственных судей Гран Туризмо, и кажется, будто все складывается хорошо. Штраф Альварито позволяет мне не волноваться о том, что происходит сзади, и сфокусироваться на моем собственном темпе, который оставляет желать лучшего. Альварито на 0,3 быстрее, и это еще можно объяснить тем, что он едет в моем слипстриме, а вот мистер Джерард показывает уже действительно приличный темп, в то время как самый титулованный гран-турист продолжает страдать в трафике. Si me defiende. No me esperaba yo. Как же плохо я еду, а? No me está gustando tanto toque. 0,6 проигрывать на круге, который длится 1 минуту 19 секунд. Это вообще никуда не годится. Ну, чуть лучше круг, но тоже говно. 19,7 круг, конечно, не говно, но если сравнивать с топовыми ребятами, то моего темпа, безусловно, недостаточно. Мое единственное спасение в том, что господина Серрано постоянно задерживают более медленные пилоты. Третий круг я проехал на целых 0,5 быстрее него, но как только он сбросит с себя оковы трафика, будьте уверены, он сразу же начнет меня догонять.
unga. A ver qué trabajito me cuesta a mí ahora. Вот вроде бы комфортно едем, на первом месте, все дела, все нормально. Но на самом деле это вообще иллюзия. И сейчас постепенно иллюзия будет рассеиваться, потому что Унга Бу благоразумно даже и не пытается задержать испанца, он наверняка в курсе, с кем имеет дело, поэтому при первой же возможности пропускает более сильного соперника вперед, и теперь, когда ему ничего не мешает, Хосе показывает нам всем настоящую скорость. Хосе едет. Из 19 секунд выехал. Задрот. Пожалуйста, не обижайтесь, что я всех, кто быстрее меня, называю задротами, я, очевидно, просто завидую. Вот Хосе без каких-либо проблем перепрыгивает через очередное препятствие, и, черт возьми, я тоже хочу быть быстрее. Хоть я и говорил, что я скорее ютубер, а не спортсмен, пропасть между мной и небожителями Гран-туризма до сих пор не дает мне покоя, ведь она определенно сокращается, пусть потихоньку, но она точно сокращается, и пока испанец менял шины, я пытался нащупать границу той самой пропасти. Нет, ну долбоящер, это все, это вот одна ошибка, конец. Я не могу себе позволять таких ошибок в лобби с такими задротами. 80-х я просрал, да это все, это прям, это приговор, по сути. Мы проехали ровно половину гонки, пришла моя очередь остановиться, сменить резину и выяснить, как дорого мне стоила эта ошибка на последнем круге. К этому моменту все действующие лица уже отработали свои обязательные пит-стопы, поэтому через несколько мгновений мы увидим, кто где и кто на какое место претендует. Вы, возможно, догадываетесь, что это за три машины, которые оказались впереди меня, но конкретно сейчас намного интереснее, что происходит позади, потому что здесь у нас разворачивается драка между двумя киберкотлетами. Серрано пытается провести атаку на мистера Джерарда по внутренней траектории. Бок о бок они проходят первый поворот 8-го круга, и как только стало понятно, что обгон сразу завершить не получится, испанец решает не рисковать и откладывает драку на потом. Правильно делает, потому что вы видели, чем борьба в этой части трека закончилась для магистра Винда в начале гонки. Win. Чтобы хоть как-то отыграться, молодой британец сэкономил почти 5 секунд на смене резины, и только поэтому он оказался впереди хорвата с испанцем, однако эти 5 секунд он, можно сказать, взял взаймы, и проценты по кредиту уже дают о себе знать. Вот передо мной Левитиус, очень быстрый чувак. Меди Хафиди, это киберспортсмен. И Туризма Z, не знаю, киберспортсмен он или нет, но он тоже очень быстрый. Передо мной та самая тройка хитрецов, которые остановились на первом круге и едут на бывалых шинах, и чем дальше, тем хуже будет становиться их темп, в отличие от Хосе с мистером Джерардом, которые снова сцепились в борьбе за 8-ю позицию. Испанский чемпион таки поднимается на 8-е место, и одновременно его французский коллега планирует забрать лидерство из рук Левитиуса. Состояние их шин с каждым кругом все ближе к плачевному, выжимать из них достойный темп, тем более в условиях активной борьбы, все сложнее и опаснее. If I didn't get that little wiggle, I could have possibly kept him behind. Oh, rip! Se mató Alvarito. Жесть. Просрал этот выход. Мне кажется, никто из них перед нами не менял шины. Это значит, что я должен их догонять. Я обязан. При прочих равных мое преимущество по шинам должно позволять довольно быстро сокращать отставание, но здесь я имею дело с эталонными гран-туристами, которые даже на убитых шинах остаются грозными соперниками. Come here, Fiddy. I need your slipstream. Thank you. Come here. Thank you very much. We're gonna have to let Josetti go here, I think. If he gets close enough. Which I think he will. It's gonna give me a penalty, isn't it? It's gonna give me a penalty because the dirty air, bro.
Этот штраф, скорее всего, лишит южноафриканца шанса побороться за победу. На этом круге он наверняка откатится на 3-е место и станет моей первой целью на пути к подиуму. Вторая позиция, я думаю, мне тоже вполне по зубам, может быть, даже и первая, но все будет зависеть от того, как быстро я пройду Левитиуса. Let's go. О, лево, штраф. О, давай. Let's at least get a podium now, please. This is just it's gonna be so disappointing if I don't. Oh, a bit of contact by Rossetti. Cleanest move he's done. I'm sure Dino will fight, but I don't think he will particularly like that move. Oh, he's gonna go for it. Tip for tat here with Rossetti. Норвежцу респект за попытку, но, конечно, неудивительно, что он не смог одолеть испанца. Хосе выходит на 5-е место, а я на 4-м, то есть между нами больше никого нет, поэтому мне срочно надо обгонять Левитиуса. Лев. Ой, братан. Madonna, what am I doing? Ну все, до свидания. Я, конечно, немного поторопился с прощанием, потому что штраф он будет отбывать только на следующем круге, и мне бы очень желательно обогнать его прямо сейчас, потому что если я останусь позади к началу 12-го круга, то он на своих убитых шинах точно задержит меня в первом секторе, где много поворотов, где разница по шинам наиболее ощутима, и здесь мы тоже видим, как тяжело приходится Левитиусу на ускорении. Oh, mamma mia. После такого плохого выхода я должен его догонять, но, к сожалению, я поосторожничал в шпильке, потому что впервые за гонку попал в слипстрим, на прямой скорость была больше, чем обычно, поэтому я боялся прилететь в соперника, тормозил заранее и немного перебдел. Но это вроде пока не страшно. Хосе отстает от меня почти на 2 секунды, и сейчас главное, чтобы Левитиус не задержал меня слишком сильно. Whoa, okay. Блин, ну вот, чувак. У меня сзади чемпион мира едет. Я за тобой застреваю, как дурак. Ну ладно, все, сейчас это закончится. Все складывается так, что прямого противостояния с господином Сирано мне все-таки в этой гонке не избежать. И то же самое касается Левитиуса. Brady's got a pin as well. No. GG's. Para Levitius, creo que nos lo quitamos de encima. А теперь мне надо отбиваться от чемпиона мира. Многократного. Ну, вряд ли мне это удастся. Надеюсь, у него убитые шины. Ни хрена он не отстает. Придется отбиваться. Пока я готовлюсь к самому сложному для меня испытанию в этой гонке, позади меня борьба тоже не сбавляет обороты. В тяжелой ситуации находится Лев, потому что его шины уже на последнем издыхании, а сзади новые угрозы. There we go, slipstream. You're just gonna have me here, I think. My tires are just not holding on. Let's get into the top 5. Y a Turismo podemos llegar. Todavía. Nah, no me salió bien. Go. 6 tenths. Ooh, half a second.
Ну что я могу сделать с этим? Попробую удержаться сейчас. Контратаковать. Ну, This dirty air, I mean, it's not that big of a deal, but it still slows you down. офигеть, ну просто вот 0,7 он меня сожрал. Ой, да как ж так-то? А как мне просто противно проигрывать вот так безнадежно. Almost. No creo que lo pase, ¿no? ¡Ay! Bueno, no está mal. Yo creo que no es la más rápida la estrategia esa, pero bueno. Ой, как обидно, а. Woo! GG's, everyone. I think it was a good race. We had a bit of a stinker of a race, but that was bound to happen. Подпишись, оставь лайк и напиши комментарий.